Всем привет! После такого небольшого или большого, я не знаю, перерыва возвращаюсь к вам с новым мастер-классом на вот такой вот карт-холдер. На самом деле вещь действительно практичная, сюда помещаются карточки, можно хранить даже наличные купюры. Я придумала носить его на карабине, то есть как брелок на сумке. Ну, такая красивая вещь, не хочется ее прятать именно внутри сумки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. В нем я выложу схему плетения данного карт-холдера. Я сегодня плету из бусин 10 миллиметров. У меня вот такие вот розовые граненые у меня остались от предыдущего моего проекта. Плету сегодня из них. Надеюсь, мне этого хватит. Леску сегодня беру 0,6, тоже у меня остатки. Также подойдет 0,5, любая леска на самом деле подойдет, 0,5, 0,7, 0,6. Ну, 0,8 я не очень люблю, слишком заметная. Также нам понадобится магнитный замочек. Сегодня подробно расскажу, как его крепить. У меня вот такой вот карабинчик. Я его уже в конце на готовое изделие прикрепляю. И ножницы. Давайте начинать. Итак, я взяла 2 метра лески. Не хочу добавлять, хочу все на одном отрезке лески сплести, потому что тут полотно-то небольшое. Если вы решили сплести из бусин 8 миллиметров, так тоже можно, не волнуйтесь. У вас полотно будет 9. 9 на, я уже точно не помню, но я опять-таки все схемы прикрепляю в телеграме, поэтому подписывайтесь. Маникюра нет, но зато есть хорошее настроение сплести с вами интересное изделие. Давайте начинать. Берем 3 бусины, нанизываем на любой из концов лески. 1, 2, 3 бусины нанизали. 4-я становится соединительной. В ней делаем петельку. Для этого надеваем ее на один из концов лески. Этим же кончиком возвращаемся в эту бусину. В образовавшуюся петлю продеваем противоположный конец и затягиваем. Затянули. Первое звено готово. Для следующего одну бусину добавляем на правый конец, одну на левый, и 3-я становится соединительным. В нем формируем петельку. Можно плести без петельки, можно плести крест-накрест. Смотрите, как хотите, как вам удобно. Ну, я плету в большинстве случаев с петелькой. Если вы плетете из бусин 8 миллиметров, то надо сплести 9 звеньев. Обязательно количество звеньев должно быть нечетным, потому что у нас должна быть ярко выраженная середина, то есть ярко выраженное центральное звено, потому что к нему мы будем крепить наш замочек, и от него у нас будет, выходить, грубо говоря, вот эта вот крышечка. Плетем еще 5 звеньев. Итак, вот мы сплели первые 1, 2, 3, 4, 5, 6 звеньев. И 7-е звено у нас поворотное. То есть мы поворачиваем для того, чтобы начать следующий ряд. Для этого вот получается у нас вот так лежит плетение. Вот правая леска, вот левая леска. На левую леску мы добавляем 2 бусины. 1, 2. Отпускаем. И 3-я бусина становится соединительной. В ней мы формируем петельки или проходим крест-накрест. Ну, я вот сформировала петельку. Затягиваем. И у нас получается плетение развернулось вот так. Из последнего звена лески выходят вверх. Начинаем второй ряд формировать. Вот право, вот лево. На левую сторону добавляем 2 бусины. 1, 2. И 3-я бусина становится соединительной.
у нас сейчас плетение опять развернется. Вот таким образом. И все. Получается, следующий ряд мы плетем, цепляясь за наш первый ряд. Мы будем цепляться правой леской, а на левую добавлять по 2 бусины. Прошли правой леской в бусину первого ряда и налево добавляем 2 бусины. Раз. И во второй формируем петельку. Затягиваем. И таким же образом доплетаем этот ряд. В конце ряда встречаемся, переходим на следующий ряд и далее уже просто плетем полотно. Последнее звено правой леской проходим в бусину первого ряда. Разворачиваемся и на правую леску надеваем 2 бусины. Первая у нас свободная, отпускаем. Во второй формируем петельку. Затянули. И вот сейчас начинаем третий ряд, и в нем также мы будем надевать 3 бусины на правую сторону. То есть ряд мы заканчиваем и начинаем всегда с одной и той же леской. Этот ряд закончился тем, что мы на правую добавляли бусины, и следующий ряд начинается с того, что мы опять-таки на правую леску добавляем бусины. 3 бусины. Раз, два, 2 свободные. И в третий мы делаем петельку. Затянули. И продолжаем этот ряд. Здесь мы будем, получается, левой леской цепляться за все бусины рядом. Давайте сплетем, получается, 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Ну и где-то на в конце 5-го ряда я с вами встречусь. Мы уже с вами сплели 2 и начали 3. То есть, ну, почти половину мы сплели. 5 рядов сплели, то есть это мы сплели полноценно одну сторону. 6-й ряд донышко. И тут смотрите, тут видите, у нас как бы не совсем ровный ряд последний, поэтому мы сплетем 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й ряд. И вот 11-й я к вам возвращаюсь. То есть как бы вот мы сейчас сплели вот это. Сейчас сплетем 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. И вот этот последний ряд сплетем с вами вместе. Просто продолжаем плести полотно. Еще 5 рядов надо сплести. Итак, вот мы сплели полотно. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы сплели полотно 7 на 10. Можно отсчитать 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Сгибаем полотно. Один ряд у нас это донышко. И вот получается, что... Давайте... перевернула плетение. Давайте отсчитаем 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Сгибаем. Один ряд это у нас донышко 6-й. И вот получается у нас вот буквально не хватает одного ряда. И этот ряд мы сейчас будем плести вот с этим вот выступом. На самом деле это все очень легко и просто. Вот у нас леска выходит из крайней бусины. И мы здесь плетем 2 звена. И потом с этой стороны плетем 2 звена. И вот эти 3 звена центральные у нас остаются как бы на уровень ниже. Можно даже пока разложить плетение. Для этого вот у нас плетение лежит так, вот правая леска, вот левая. На правую леску надеваем 3 бусины и в третьей делаем петельку. Затянули. Проходим левой леской через бусину предыдущего ряда. И на правую добавляем 2 звена. Ой, 2 бусины. Раз. Затянули.
Поэтому, да, здесь мы сплели, закрепляем лесочку. Ну, обычным узелком я закреплю. Или, кстати, еще как вариант, если у вас так же, как у меня, вот остались короткие кончики, да, то есть и вот вы сплели вот эти два звена, вы можете взять длинный отрезок лески, ну вот прям длинный, типа там метр, и вставить его вот в эту бусину и сплести эти два звена в обратную сторону. То есть здесь и здесь. И у вас леска будет выходить сбоку. У вас леска будет выходить вот отсюда, и вы этой же леской начнете сплетать бортики. Давайте так и сделаем, потому что и так будет разумнее всего. Вот я взяла новый отрезок лески, достаточно длинный, и вставляю его вот в эту бусину. Продеваю полностью. И получается, вот у нас вот так лежит плетение, вот право, вот лево. Вот на правую леску надеваю 3 бусины. Третья становится соединительной. Развернули плетение. Левой леской проходим в бусину предыдущего ряда. На правую добавляем 2 бусины. Раз, два. Во второй делаем петельку. Затянули. И вот видите, у нас какой получился рисунок. Теперь складываем наше плетение, соединяем по верхним границам. И следующий этап — это мы формируем боковые вот эти вот стенки. А донышко у нас уже готово, потому что мы делали плетение как бы вот так. То есть мы плели, и у нас донышко уже априори есть. И вот у нас леска выходит из боковой бусины. И если вы начинаете делать боковые стенки так же, как, ну, то есть вы сделали вот эти звенья по-другому, не так, как я сейчас сделала, а вы их сплели по-нормальному, скажем так, и у вас для боковых стенок новая леска, то тогда просто вставляете леску новую, так же, как я, вот в эту боковую бусину, если вас непонятно. Вот у нас лежит плетение вот таким образом, то есть этим прорезом вправо. И вот мы определяем правую леску, вот левая. На правую леску мы добавляем 1 бусину, отпускаем ее вниз, переворачиваем плетение и правым кончиком проходим в симметричную бусину на другой стороне, так как это делаю я, вот в таком направлении. То есть мы сейчас будем сплетать стенку сверху вниз. Затянули. Вот у нас уже часть звена готова. До полноценного звена не хватает 1 бусины. Надеваем ее на любой из кончиков лески, делаем петельку, затягиваем. Ну и вот, получается, у нас звено боковой стенки сформировано. Далее, получается, мы проходим правой леской в бусину правого ряда, левой леской в бусину с левой стороны и добавляем 1 центральную бусину. Стенки всегда формируются так. Я думаю, что доплетем эту стенку далее самостоятельно, ну и в принципе вторую тоже. Здесь в конце можно леску либо закрепить и взять новую леску для второй стенки, да, для этой. Она точно таким же принципом плетется. Либо тут можно, если у вас длинные кончики, доделать последнее звено и по донышку, по плетению пройтись и здесь в обратную сторону стенку сформировать. Смотрите сами. У меня длинные кончики, я, скорее всего, пройдусь по донышку, таким образом еще укреплю донышко. Давайте приступим к формированию клапана. Я взяла лески отрезок примерно метр. И начинаем мы, получается, вот это у нас передняя стенка, которая с выемкой. Клапан у нас прикреплен к задней стенке. На задней стенке мы отсчитываем 2 бусины. 1, 2. И в 3-й бусине мы начинаем формировать наш клапан. В нее, в 3-ю бусину, точнее, продеваем леску.
в третью бусину. Вот таким образом. Кладем и на правую сторону, то есть на леску, которая у нас в правой руке, мы надеваем 3 бусины. Клапан у нас состоит из 4 рядов по 3 звена. 2 продели, третья становится соединительной. Вытянули и, получается, развернулись. То есть вот так. Вот у нас правая леска, вот левая. Левой мы проходим через бусину основания. Через вот эту бусину. И на правую надеваем 2 бусины. Вторая становится соединительной. Принцип плетения точно такой же. Плетем как обычное полотно. Это у нас было второе звено, вот мы его доделываем. И третье звено у нас оно с поворотом, то есть мы разворачиваемся для того, чтобы начать следующий ряд. Значит, для этого мы левой леской проходим в бусину основания. Разворачиваемся и на левую сторону мы добавляем 2 бусины. Вторая становится соединительной. Затянули. Таким образом мы сформировали первый ряд клапана. Сейчас будем начинать второй. Если вы сделали все правильно, у вас он должен быть ровно посередине. То есть от него должно быть справа 2 пустых звена и слева 2 пустых звена. Второй ряд плетем точно так же, формируем его только наоборот. То есть мы на левую сторону, вот на вот эту, которая у нас леска в левой руке, мы добавляем 3 бусины. 1, 2, 3. В третий делаем петлю, разворачиваемся, затягиваем и плетем так еще. Второй этот ряд будет и потом еще 2 ряда. Мы доплели 4 ряда клапана, и получается у нас леска выходит из боковой бусины в сторону. Возможно, кто-то закончил вверх, то, что вверх леска выходит. Это по большому счету не имеет значения, потому что если вы хотите вот такой вот острый носик, то вам надо вернуться обоими кончиками лески вот в эту бусину, чтобы из нее вот так вот выходили кончики лески. Если вы хотите оставить вот здесь вот ровный срез, вот такой вот, без вот этого кончика, то вы можете здесь закреплять леску и больше ничего не делать. Я покажу вам, если вдруг кто-то захочет сделать такой же кончик. По плетению возвращаемся. Вот таким образом. То есть у нас кончики выходят из центральной бусины вверх. И доплетаем одно звено. На правую сторону добавляем 1 бусину. На левую сторону добавляем 1 бусину. И третья бусина становится соединительной. Затянули. Вот у нас получился вот такой вот треугольничек на конце. И, соответственно, здесь мы фиксируем леску, вяжем узлы. И далее буду показывать, как мы крепим части вот этого магнитного замочка. Мы будем его крепить одну из частей вот на вот этот ромбик, который центральный, получается, во втором ряду. Ну, вот этот вот центральный на выемке. А вторую часть будем крепить вот в этот ромбик. Тоже центральный в последнем ряду, вот под вот этим вот выступом, вот в этот. Вот эту часть, которая более такая широкая, потолще, мы ее крепим на основании, которая более плоская, легкая, мы ее будем крепить на клапан. Нам понадобится 2 отрезка лески. Ну, как вы понимаете, сами не очень длинные, но я беру
ну, наверное, сантиметров 40. Просто чтобы были длинные кончики, чтобы потом было удобно завязывать узлы и так далее. Мы продеваем леску вот в эту верхнюю бусину центрального звена таким образом. У нас выходит из нее 2 кончика. Определяем у нашего магнита вверх и через оба верхние ушка продеваем леску, как бы получается наружу, как бы вот так, на себя. Вытягиваем, опускаем. У нас получается есть еще боковые бусины у этого звена. И мы сейчас сразу же леску заводим в боковые бусины, симметрично как бы друг к другу. С одной стороны. И в такую же бусину этого же звена на другой стороне. Затянули. Отлично. Вот у нас получается леска уходит вниз. Теперь каждый из отрезков мы опять-таки продеваем через уже вторые свободные ушки. И также продеваем их сверху вниз с другой стороны. Все хорошенько подтягиваем. И теперь навстречу друг другу кончики проводим в последней бусине этого звена, которая у нас расположена горизонтально, в самой нижней бусине этого звена. Навстречу друг другу просто крест-накрест мы выводим кончики. Стянули. И вот таким образом мы закрепили наш магнитный замочек. Далее я всегда рекомендую пройтись по плетению. То есть я сейчас буду проходить вот в эти бусины. Потом вот здесь я сделаю, скорее всего, петельку или узел в районе вот этой бусины и затяну ее. Теперь крепим вторую часть вот в это звено таким же образом. И вот этими 2 кончиками проходим, получается, с вот этой стороны вот сюда, на лицевую. Вот таким образом. Вжимаем его. Теперь вот в эти бусины этого звена боковые проходим сверху вниз. С одной стороны. И также совершенно с другой стороны. В отверстие нашего магнитика получается вот так, сверху вниз. То есть не вот так вот мы продеваем, а вот так. Ну, я, кстати, этот способ придумала, по-моему, даже сама. Если вы знаете другой способ, поделитесь. Вот. И теперь навстречу друг другу в нижней центральной бусине, вот в этой. Для магнитика, кстати, даже не важно, каких он размеров, задействуем всегда одно звено. Вот я крепила магнитик побольше. Это еще такой не очень большой магнит. Я куда-то крепила на сумку, по-моему, магнитик побольше. И вы знаете, ну, точно так же одного звена хватало. Просто тут, видите, еще остается вот такой вот, остаются вот эти вот лепестки. А когда вы крепите магнитик побольше, просто его уже вот эти лепестки, бусин вообще не видно. То есть он полностью перекрывает бусину. Ну и здесь такая же история. Вот мы, получается, прошли и сейчас проходим чуть ниже по плетению. И завязываем узел с какой-то из сторон. Вот такие вот у меня получились карт-холдеры. В принципе, прикольные, очень практичные. Наверное, одна из самых практичных вещей, которую, в принципе, я делала из бусин. Которую действительно можно носить.
Вот. Напишите в комментариях, получилось ли у вас сплести их. Если получилось, присылайте свои фотографии в мой телеграм-канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Спасибо большое за просмотр. И пишите, что бы вам хотелось еще сплести. Я стараюсь прислушиваться. Иногда я просто не понимаю, что вы имеете в виду. Некоторые изделия мне кажутся сложными, некоторые изделия просто не подходят под сезон. Допустим, новогодние изделия. Все я их, конечно же, буду плести уже перед Новым годом, то есть это ноябрь-декабрь. Вот. А сейчас хочется чего-то летнего. Так что так. Большое спасибо за просмотр и всем пока!